Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Наша первая встреча с Александром Лазаревым в 26-м году прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, с праздниками, с Новым годом и Рождеством Христовым. Ой, а впереди еще старый Новый год, и еще и крещение. Ох, как гуляй, рванина. Ровно под этим лозунгом сейчас творится геополитика по всему миру. Трамп, как говорится, в фарватере. Венс создает хороший фон, дал интервью большое, рассказал о захвате танкера российского. Ну или как, условно российского. На самом деле он не российский, просто флаг имеет право носить. Причем совсем недавно это делал для того, чтобы обходить санкции США. И вообще никто не нарушает мировой порядок, а его поддерживает. Начнем с танкеров. Прецедент состоялся, не состоялся, выстрел холостой. Если холостой, то зачем субмарина с кораблями российскими рвалась к месту событий? Ну, чтобы поближе все разглядеть? Она рвалась, да не приплыла. То есть, с первого взгляда выглядит все очень ужасающе, как будто мир на грани Третьей мировой войны. И вот американцы захватывают танкер, русские пытаются ответить. Некоторые пишут, что русские никак не отвечают, да, и, в общем-то, только заявление делают. Но давайте разберем, при каких обстоятельствах вообще это возможно. То есть, почему, например, да, Россия не отвечает на захват своего танкера? Почему звучат различные точки зрения, в том числе и то, что это не российский танкер, и вообще что отвечать? На самом деле, если бы была классическая ситуация, при которой Америка решила захватывать российский танкер, то объективно для международной политики должен был быть какой-то ответ. Ну, иначе тогда все остальные начнут захватывать российские танкеры, и тогда большой будет вопрос насчет обороноспособности, да, насчет возможности защитить свой бизнес для Российской Федерации. Но, тем не менее, это происходит, и никакой реакции нет. Ну, многие эксперты, коллеги наши высказывают точку зрения, ну, русские боятся, да. Русские боятся как-то отвечать Трампу, боятся отвечать американцам, потому что непонятно, как может Трамп на это отреагировать, а может быть, война начнется. А у меня возникает резонный вопрос. А почему, чего русские боятся? Например, русские боятся международной изоляции. Так вот же она, да, американцы все, что могли, там, с 2014 года свыше 29 тысяч ограничительных мер было введено против российской экономики, да, там и российских компаний, частных лиц, неважно, связаны они с оборонкой, не связаны с оборонкой, компании с Россией повыходили. То есть в экономическом смысле, мне кажется, все, что можно было сделать против России, уже сделано. То есть первый момент. Второй момент. Русские боятся чего? Войны, да, вот у американцев есть ядерная бомба, и американцы могут ее скинуть на Москву, да, и русские этого боятся. Ну, так и у русских же есть ядерная бомба. То есть тогда возникает логичный вопрос, да, если русские боятся, что американцы могут скинуть ядерную бомбу, то почему русские не могут скинуть ядерную бомбу на тот же Вашингтон? То есть как-то не сильно сходится эта история, потому что тогда это взаимное уничтожение. Допустим, да, кто-то может сказать, у американцев больше средств доставки, хотя это не так, да, там средств доставки этого ядерного оружия, поэтому Россия думает. На самом деле в России до сих пор, еще со времен Советского Союза, существует система суднего дня, да, периметр она называется, на Западе ее называют мертвая рука, то есть это та система, которая среагирует даже в условиях, если не будет связи с командным пунктом, то есть если будет страна полностью захвачена. То есть логично мы понимаем, что если ядерная война начнется, да, то ее боится не только Россия, ее боится и США, и все другие страны, потому что выигравших в этой войне не будет. Будут только проигравшие. То есть, соответственно, из этого можно сделать выводы, что русские не боятся, что если они защитят свой танкер, что американцы начнут наносить по Москве ядерный удар. Но тогда почему не реагируют? И тут же я бы сразу же сделал отсылку к тому, а почему не было никакой реакции, кроме дипломатической, да, насчет захвата Мадуро. Хотя и у Российской Федерации, и у Китая есть активы на территории Венесуэлы. Россия туда поставляла ПВО, там находились и подразделения, и никто никак не реагирует. Дорогие друзья, у меня только один ответ на этот вопрос. То есть, по сути, ситуация складывается таким образом, что мы видим на мировой арене большой-большой договорняк. То есть, новый обмен, новый размен зонами влияния. Здесь впору вспомнить американскую стратегию у нас безопасности, в которой записана обновленная доктрина Монро, что значит Соединенные Штаты Америки будут контролировать полностью страны Карибского бассейна, Латинской Америки, ну, в общем, западное полушарие, как они прописали.
Чтобы на это согласились русские, чтобы на это согласились китайцы, необходимо будет что-то отдавать взамен. Что могут отдавать, я думаю, все прекрасно понимают, какие интересы у Китая, какие интересы у Украины. Но у Трампа скоро будут выборы. Да? Но не у Трампа, у республиканской партии парламентские выборы. Если демократы опять поднимут вопрос договоренности Трампа с самыми злостными противниками, да, то есть а глобалисты будут качать эту историю. Мы сейчас видим, они качают историю насчет убийства этой женщины, да, миграционной службой, ну, агентами там, этой службы, да, и они будут качать связи с Россией, связи с Китаем, а для части американского общества это все-таки демонизированные страны. То есть если Трамп работает на них, то, соответственно, Трамп там антиамериканский, он против американской мечты. То есть эту тему уже поднимают. Для того, чтобы эта тема не стала основной на повестке дня во время выборов, совершаются подобные действия, на которые русские не отвечают, на которые китайцы не могут тоже дать никакого ответа, кроме дипломатической плоскости и решительного осуждения. То есть, как по мне, мы еще проверим, я не говорю, что это истина в последней инстанции, это будет понятно, да, судя по дальнейшим действиям, как по мне, сейчас на геополитической площадке очень большой договорняк назревает, если уже не назрел, и мы видим сейчас начало реализации этого договорника. Мгм. Но тут как бы таким немым вопросом повисло, а что будет дальше? Все, вот я прям вижу этот список, я его обсуждал там последние дни, там же там Панамский канал, колумбийский президент, да, там Гренландия. С колумбийским президентом смотрите, как все хорошо. Выходит Трамп и пишет, ну давно мы такого не слышали о нем, как прям не знаю, там человечище президенте Колумбии, о том, что он с ним поговорил по телефону, был впечатлен тоном, что очень так все, прям ждет его в Белом доме, и так они хорошо поговорили, хотя тот же президент Колумбии выходил и говорил, там, горстка педофилов захватывает, порабощает и так далее. Вопрос тут, понимаете, какой? Мы сейчас с Гренландии перейдем, вот давайте разберемся с этой зоной, да, воспаленным полушарием, западным полушарием. Поймите, то есть мы видим абсолютно вот то, что нам хотят показать. То есть нам, как нам, своим прежде всего людям, своему народу выходит президент Колумбии и говорит, мы за Венесуэлу до конца, вот это все. Потом мило беседуют с Трампом, и в гости его приглашают, и будут обсуждать, договариваться. Мы видим, какой там неистовый Мадуро, да, но сохранив вертикали, управляемость страной, Венесуэла поставлена в жесточайшие условия, судя по заявлениям, там, торговать только с США, Россию, Китай, собственно, за борт, нефть всю туда, то есть, и как бы особо никто, ну, не возражает, не возмущается, по большому-то счету. Но все на месте, да, ну, только там сын Мадуро плачет и говорит, папа, мы сохраним страну, так мы, получается, это все сохраним. То, что Мадуро, папа, да, который сейчас будет судиться, долго судиться и вполне, возможно, не безуспешно в Соединенных Штатах Америки, об этом даже сегодня Вэнс говорил, говорит, я думаю, что он получит срок, ну там не факт. Но это уже как бы все будет происходить под патронажем Соединенных Штатов Америки. Да, можно сейчас обострить в нашем с вами разговоре и сказать, что условно как бы колониями обживается Америка, превращается в империю. Такер Карлсон четко сказал, говорит, все, привет, здравствуй, новый мир. Это империализм Трампа. Более того, то, что нефтяные страны он берет в оборот, закрывает вот это полушарие своим влиянием, это вообще нам свидетельствует о том, что будет мировая война. Получается, что вроде как все эмоционально, но большой договорняк никто не отменял. И вот тут главный момент, да, вот вы так пробросили, а что взамен? Ну, что взамен получает Путин, что взамен получает Си Цзиньпин? Тайвань и Украину? То есть мы опять приходим к этой упрощенной, все, конечно, ее критикуют, модели, которую Жириновский сказал в свое время. То есть мы здесь, а вы здесь. Тогда к чему готовиться непосредственно украинцам, ну, нашим с вами землякам, соотечественникам?
Давайте начала с Венесуэлы. То есть я не сомневаюсь, что Венесуэла будет под американским протекторатом, как и действительно часть Латинской Америки. Я сейчас не хочу, чтобы писали в комментариях, вот, вы там поддерживаете, не поддерживаете. Я сейчас с точки зрения вообще наблюдателя говорю, да, мне никакой моральной юридической оценки давать нет смысла, потому что там нет ни морали, ни юриспруденции. То есть это чистый захват президента, чистый захват госвласти. Они говорят, вот если сама формулировка Трампа, если Венесуэла будет следовать американским интересам, то тогда мы будем, как может следовать другое государство, интересам там, третьего государства. Выглядит максимально нелепо с точки зрения классического подхода. Но это новый международный подход, право сильного. То есть, по сути, Трамп об этом говорит прямо, и он в этом честен. В отличие от его предшественников, он не строит никакие воздушные замки, он не говорит, что мы сеем демократию, мы там пытаемся бороться с всемирным злом против всего за все хорошее, против всего плохого. Он говорит прямо, мы за зоной интересов, то есть мы возвращаем свою нефть, там, значит, Северный морской путь хотят строить русские с китайцами, мы должны в этом участвовать, Гренландия поэтому должна отойти нам, мы ее готовы купить, если вы не хотите, да, Дания сразу сказала, мы будем воевать. Слушайте, Дании 5, сколько, 5 с чем-то миллионов человек проживает. Вопрос, какая там армия, это второй вопрос, да. Третий вопрос, они что, на пятую статью НАТО рассчитывают, если Соединенные Штаты Америки будут нападать на Данию. Да, они же сказали, что тогда датские войска должны полностью вступить в бой с захватчиками, не дожидаясь приказа. Но это все нелепо и смешно. Мы прекрасно понимаем, что если такая задача и цель стоит, она будет реализована путем покупки, либо путем захвата. Трамп показал, что ему плевать на то, как это выглядит на международном уровне. То есть ему без разницы. Ему главное это достичь этой цели. Цель оправдывает средства. И здесь мы возвращаемся к тому, что вот Колумбия, Мексика, Куба, да, уже сколько лет является союзником, так сказать, восточного мира, да, там, постсоветского пространства, того же Китая и других стран, которые всегда считали себя антагонистами Соединенным Штатам Америки и американскому империализму. Куба тоже, скорее всего, если этот договорняк будет реализован в полной мере, перейдет под протекторат Соединенных Штатов Америки. То есть мы это тоже увидим на нашем веку буквально скоро. Что это значит для этих государств? Все банально просто. Это значит, что их будут ресурсно истощать. Они станут кормовой базой для Соединенных Штатов Америки, потому что Америке необходимо укрепляться. Американцы долгое Зачем? время... Потому что вот самый интересный момент, да, мы сейчас говорим о глобальном договорнике, но я не хочу, чтобы у зрителей возникло ложное восприятие, да, мировых процессов. Глобальный договорняк ситуативный. Он ситуативно будет действовать несколько лет. Возможно, 5, возможно, 10, а может быть 15. Вопрос только вопрос, сколько хватит времени для того, чтобы подкопить жирка и подготовиться к новому конфликту. Новый конфликт будет неизбежно. Этот конфликт между тремя геополитическими игроками. Этот конфликт диктуется не интересами Трампа, Путина или Цзиньпина. Он диктуется интересами самой системы капиталистической, которая является экстенсивная и направлена на захват и на развитие, то есть на перераспределение этих рынков. Если в данном случае сейчас эти геополитические игроки договариваются всецело о разделе зон влияния без войны, то есть об оттягивании неизбежного, опять-таки, неизбежное, оно и на то и неизбежное, что оно рано или поздно случится. Но оно может случиться здесь и сейчас, и случиться в невыгодном формате для Америки, Китая и России, или может случиться потом, после того, как эти страны возьмут под свой контроль те зоны влияния, за которые сейчас воевать они не хотят, допустим, да, либо воевать им невыгодно, а выгодно решить этот вопрос на дипломатическом либо на подковерном уровне. То есть американцы, например, Латинскую Америку, Китай, к примеру, азиатско-тихоокеанскую часть региона, то есть вопрос там Тайваня, да, и близлежащих регионов и стран, которые для Китая являются недружественными. Российская Федерация рассматривает Восточную Европу и восстановление там экономического базиса и потенциала и влияния.
и все вместе они рассматривают, то есть три геополитических игрока, я сейчас специально не беру там и Индию, не беру страны Ближнего Востока, которые тоже имеют право голоса, да, и которые будут задействованы так или иначе в региональном смысле, та же Турция, да, саудитов никто не исключает, потому что если будет вопрос большого передела, все эти страны скажут свое слово. Но сейчас говорим о трех геополитических игроках: Россия, Китай и США, которые, скорее всего, между собой договорятся о бескровном переделе Европы, то есть именно сфер влияния в Европы. И вот когда этот передел закончится, если он удастся, тоже, кстати, вопрос, да, потому что одно дело это намерение, другое дело логика и обстоятельства и истории, то тогда лет 15 будет определенная передышка. То есть они будут переваривать то, что получили. А вот по окончанию этого срока уже тогда будет очень серьезный конфликт между этими странами. И он диктуется в первую очередь экономикой и самой системой экстенсивного развития того же капитализма. Да, я сейчас не в смысле там какой-то марксизм-ленинизм цитирую. Объективно мы понимаем, в какой системе живем и какими законами она руководствуется. И даже если сейчас мы посмотрим, например, там, на рост экономики того же Китая, да, и Америки, то она прямо влияет на пассивные площади Соединенных Штатов Америки. То есть она зазихает, так сказать, украинскую мову, да, на зоны интересов США. Поэтому рано или поздно эти зоны интересов все равно будут расширяться, и придется их как-то делить и между собой решать. И там уже конфликт прямой будет неизбежен, но его можно отсрочить. Чем, собственно говоря, сейчас занят Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Понимаете, можно, конечно, критиковать. Я уверен, что в комментариях будет много критики вот такому подходу. Ну, Критикуйте, критикуйте. условно, Да. если, например, там, как это, драка неизбежна, бей первым, понимаете, да, то есть это и Дании вами упомянутой касается, как они там подняли эту свою доктрину, что там королевский указ, если что-то где-то, то сразу надо стрелять, в общем, открывать огонь. Точно так же мы видим, что Путин идет войной за зону своего влияния в Украину, да, просто это началось там с 2014 года, с 22 в активной фазе. Сейчас это начинает делать Трамп. Китай еще пока не включился, но вполне вероятно, возможно, включится. Сейчас там вы Иран так упомянули вскользь, там такие очень апокалиптические процессы происходят в ряде населенных пунктов, там с полицией воюют повстанцы, в общем, ну, тяжелая ситуация. Сам Трамп говорит, аятоллу давайте менять. Тут опять возникает вопрос, два момента, да, то есть два таких полярных взгляда. Одни говорят, этот Иран там постоянно так, ну, условно, гасят эти протесты, они возникают, они их гасят, и так и будет дальше. Другие говорят, нет, тут включились игроки. То есть в рамках вот этого, опять-таки, большого передела. Но бескровность-то условная. Вот бескровность меня, вот этого договорняка на 10-15 лет, ну или там на поколение максимум, да, может быть. Вот здесь возникают вопросы. Зеленский вчера, комментируя все происходящее, предложил Трампу, ну, во-первых, он, конечно, на гребне потушности, непонятно откуда взявшийся. Вот непонятно откуда взявшийся. Может быть, вы попробуете объяснить, да, потому что я, например, не вижу реальных каких-то цифр и реальной ситуации на Земле, которые дают предпосылки к этому. Блэкаут Запорожье, Днепр, там, Кривой Рог, области, да, в тяжелейшей ситуации. Морозы лупят минус 20 и ниже. По Украине, там снег, во Львове все застряло, то есть, потому что чистить некому. Тоже все такие, знаете, пишут, вот аномалия. Какая аномалия? Вы где живете? То есть вы что, снега в Украине не видели никогда? Ну да, были там последние годы такие, так себе зимы, но по большому-то счету чистить надо некому. То есть внутренняя как бы составляющая не дает таких ситуация на фронте не дает таких предпосылок. Он говорит Трампу, давай высади десант, укради Кадырова, и Путин тогда будет сговорчивее. То есть он как бы показывает, что он в струе, в мейнстриме, в процессе. О, как там, взяли, украли Мадуро, и сейчас его судят. Понимаете, в чем дело? Опять-таки, но сделайте это вы. Вы сделайте, высадите десант, американцы, и тогда вот, мол, пойдет все. Линдси Грэм, который выходит, говорит, вот согласовали мы там санкции, да, против России. Опять мы видим эту игру. Мы это уже видели неоднократно. И Линдси Грэма появление мы всегда связываем с маятником Трампа, который в одну сторону, в другую сторону.
Возникает вопрос, на что расчет Зеленского? Ведь именно из его уст звучит полгода. Ну, то есть полгода. Так а дальше что? После нас хоть потоп? Полгода Зеленского, ну, вот сейчас смотрю, 8 число сегодня, да, через сколько там, 7 дней будет прогноз Каменецкого, да, мир как-то еще не пришел, мы это с вами тоже обсуждали. Ну, Зеленского более абстрактные прогнозы, он даты хотя бы не называет, он говорит полгода. Ну, полгода, возможно, он понимает, что ему осталось при власти полгода. Вполне возможно, такие обстоятельства тоже могут сложиться вокруг него. Заявление Зеленского, то он сначала так вскользь намекая на Путина, да, говорил, после того, как Трамп Мадуро захватил. Теперь насчет Кадырова. Ну, я не хочу здесь какие-то пафосные речи говорить. Было время, когда Зеленский извинялся перед Кадыровым, да. Это никакая не пропаганда, собственно говоря, это реально было. Вот, конечно, он тогда не был потужным, он тогда не был президентом, он тогда не был верховным главнокомандующим, он всего лишь командовал кварталом 95, но тем не менее, как бы такие ситуации были, и зачем сейчас лишний раз будоражить прошлое, которое ему могут вспомнить, вот как мы сейчас, да, то, что он уже извинялся, непонятно. Есть ощущение, что он поймал волну эйфории и действительно думает, что Трамп сейчас против России пойдет, и тут у него звездный час, и вместе с британцами и французами он еще и договорится, что помимо британских и французских войск его мифическом воображении после окончания войны еще будут американские на территории Украины находиться, и тогда он вообще вечный монарх украинский, ничего ему не грозит. Но на самом деле это все ну, не более чем просто дичь полнейшая, которая никак не связана с реальностью. То есть подобные вещи, которые да, там Зеленский хочет, чтобы находились иностранные войска на территории Украины после окончания войны, но тогда не будет окончания войны. То есть об этом же было уже 100 раз сказано, да, для того, чтобы закончить войну, это один из базовых фундаментальных принципов. Почему тогда тот же Путин публично выступает против вхождения Украины в НАТО, да, потому чтобы не находились иностранные войска западные на территории Украины. Зеленский говорит, хорошо, в НАТО нас не возьмут, ну давайте просто войска хотя бы будут. Ну это ж, ты ж не с детьми в песочнице пытаешься на конфету сторговаться. Так оно не работает. Дальше, момент такой, что если этот глобальный обмен будет, ну, если он состоится в полном объеме, вот, а пока все говорит о том, что все идет именно в этом направлении, то тогда вопрос Зеленского Украины тоже решается очень быстро. Украина будет тогда внеблоковое нейтральное государство. Я не говорю, что она там ее раздеребанят, как многие. Я считаю, что этого не будет. То есть во-первых, я хочу, чтобы Украина осталась отдельной страной, да, и со всеми признаками государственности и развивалась как государство. И я понимаю, с точки зрения экономики и вообще геополитических интересов всех игроков, именно так оно, скорее всего, и будет. Да? Вопрос только в том, сколько Зеленский просидит при власти и сколько он будет готов еще положить на алтарь своих интересов, жизни наших сограждан, да, и территорий нашего государства. Потому что чем больше Зеленский проявляет потужность, тем меньше становится украинцев и тем меньше становится территории Украины. Это объективная реальность и объективный факт. И с учетом его договоренности с коалицией желающих, да, или решающих, у них именно это в планах и записано. То есть продолжение боевых действий до последнего, пока уже не будет полностью понятен исход событий, да, я имею в виду исход событий не на поле боя, а на геополитической плоскости, когда отключат и Старлинки, отключат любую финансовую и дипломатическую и военную помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, тогда уже будет как бы история ясна и понятна. Но пока это не происходит, а это не будет происходить до выборов, потому что, опять-таки, у Трампа есть и внутренние интересы, за которые за которые он уже подвешен, ему приходится соблюдать определенные, так сказать, договоренности и с теми же ястребами, которых немало и в республиканской партии, да, и учитывать интересы и других игроков внутреннего и внешнего рынка. Тогда вопрос, что Зеленский будет все это время продолжать боевые действия, сдавая территории, да ему не важно, то есть дело, я хочу, чтобы все поняли, что он не воюет за возвращение, то есть он стоим, да стоим, да, стоять можно сегодня здесь, потом на пару шагов назад, потом еще на пару шагов назад,
И я сейчас не в смысле, что я там прогнозирую, что вот там Россия будет захватывать, и либо пропагандирую это. Нет, вообще не об этом говорю. Я объективно оцениваю ситуацию сейчас на фронте. Мы видим, что те действия, которые предпринимает Зеленский, да, к чему они ведут? Они ведут к углублению войны. Объективно оцениваю реальность внутри Украины, то есть финансовую спроможность, военную спроможность и спроможность именно техническую, да, которая тоже зависит от поставок западного оружия, в первую очередь американского. Все это ведет к тому, что, конечно, британцам, и многие мои коллеги прогнозируют и говорят, что даже существует инсайдерская информация о определенных договоренностях, что британцы готовы, наоборот, сбрасывать территории с балласта, чтобы русские не смогли их потянуть. То есть, условно говоря, взять больше, чем сможешь переварить. Но тогда это же вопрос, да, это вопрос украинских территорий, не британских. Если Зеленский в этой схеме участвует, то тогда скоро будем ожидать каминг-аут, как было у Протасевича, да, который сказал, что был агентом КГБ. Вот. Мы, ну, объективно понимаем, для чего и для кого это делается. То есть история очень и очень непозитивная будет в ближайший год, пока Зеленский будет возглавлять Украину. Но существует вариант, при котором вся эта расстановка сил вокруг Зеленского, которая сейчас пошла, да, которая ориентируется не на британское, а на американское влияние, вполне возможно сможет его сковырнуть и привести к тому, что окончание боевых действий, переходное правительство и демократизация процесса может начаться гораздо раньше. Вы про переворот Буданова? Можно и так назвать, может, не Буданова. Я бы Просто называл это переворотом. Да. Просто понимаете, в чем дело? Сейчас много таких теорий вокруг этих назначений, но вы очень правильную мысль высказали. Ее просто, э, когда подходим мы к какому-то рубежу или какой-то черте, мы, безусловно, как страна, так как украинцы, да, у какой-то новой черты. Во-первых, там, ну, многим навеют смена года, у всех ожидания 26-го, что, ну, в 25-м не прекратилось, хотя там слово года, да, это были переговоры. А это и правда было так, переговоры, как вот после инаугурации Трампа, как началось, так и поехало, да, весна, лето, Стамбул вернули на короткое время. Сейчас тут два таких неочевидных, но очень важных элемента хотел бы в нашу с вами дискуссию внести. Первое. Все чаще вспоминают Чонгар. И вы знаете, приходят такие очень жесткие инсайды. Очень жесткие инсайды. Это в контексте вот той, ну там, где-то конспирологической версии, которую вы высказали, что условно разминировали и сдали без боя исключительно ввиду вот этого плана. Плана оттянуть войска, перегруппироваться на нужных рубежах, ну а потом, в общем, запустить маховик вот этой длинной войны. То есть все продумано в этом ключе было. Некоторые говорят, что, ну, там, я знаю, есть там блок Порошенко информационный, они говорят, что это вообще там Ермак, агент и так далее. Там, это вот все, это не для русских и не за русских. То есть запустить силы, а потом, ну, так сказать, бить, истощать и включаться в этот момент. Потому что очень много свидетельствует о том, что это готовилось. Но есть еще одна версия, что русские узнали, что готовится, все говорят там, захват Донбасса, помните, был? И там отчетом ОБСЕ трясут, которые перед самым широкомасштабным вторжением российских войск. На самом деле план заключался вообще в другом, что готовилась очень серьезная операция на Крым. Поэтому и разминировали Чонгар, поэтому стягивали силы, поэтому решительным броском зайти условно на этот полуостров, где-нибудь дойти до Симферополя, а за ЮБК условно воевать. В этом заключался вот этот большой план. Но когда это прознали, и, собственно, началась уже совсем другая геополитическая игра, то как бы план «Б» это было отдать там Бердянск, Мелитополь, но сгрести все более-менее силы. Не так, как Мамчур с флагом выходил гордо, красиво из Крыма, помните, в 2014 году, а именно в боевых порядке, превратить Украину в боевые порядки, и с этими боевыми порядками, ну, уже дальше воевать. Видите, как с Херсоном получилось, имеется в виду с другим берегом, а в этом, на другом берегу, там, на левом берегу возятся. То есть тут вот такая еще раскладка есть. И тогда, если мы
опять, это версия. Если мы на эту версию опираемся, очень многое становится понятным, что происходит. И сейчас идет действительно вот такой формат перемалывания безжизненного пространства, которое бросается к ногам Российской Федерации. Вопрос только там, сколько это будет продолжаться и как. Это вот такой первый очень такой важный посыл, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Ну, и в продолжении вот этой теории, да, а второй, он тоже очень важен. Как вы считаете, Буданов, которого Зеленский вчера урезонил, ограничил, который говорит, вот он будет обменами заниматься, в информационную политику не лезть. Короче, какой-то у нас недоермак получился, да, который с первого дня вот этой большой войны находился при должности, рассказывал всем, что он всем рассказывал и знал. Единственный, который говорил о том, что будет. Все остальные Ваньку валяли, хотя тоже все знали, в футболках черных выходили. Мы помним эти все потом откровения. Да? Получается, что это вся вообще история вот сейчас, если посмотреть через сюжетную линию фигуры Буданова, проходит к какой-то кульминации или какому-то концу. Но если берем, например, несколько уровней, да, этих процессов и проблем, например, берем за рабочую версию то, что договорники срабатывают между геополитическими игроками, это значит, что тогда украинский вопрос должен решаться при соблюдении интересов всех сторон. Да, и в данном случае Украина как власть, да, не как страна, я имею в виду как Зеленский, Будан и прочее, стороной этого вопроса не являются. То есть стороной вопроса являются геополитические игроки, но в том числе, возможно, где-то будут вмешиваться британцы, и их интересы они захотят, чтобы тоже учитывались. Но Трамп сейчас очень красиво и очень аккуратно обрезает возможности Британии влиять внутри Украины. Вот этими перестановками, да, увольнениями, рокировками в спецслужбах, вокруг Зеленского. То есть какие бы договоренности у Зеленского с Муром, да, либо в Смитривеле, да, не были, да, и как бы они там не влияли и не давили на Зеленского с точки зрения там какого-то тягаря, Трамп обрезает возможности реализации этих договоренностей. Вот что самое интересное. И тут неважно, это Буданов, это еще какой-то персонаж, кто это будет делать. Для американской политики это не более чем пешки на шахматной доске. Причем именно пешки, которые должны реализовать определенные ходы и потом должны уйти, так сказать, в историческое прошлое, да, где-то потом лежать в томиках истории и пылиться на полке. Не более того, да, они за это могут получить определенные гарантии, определенные выгоды, там и личную безопасность, и, возможно, там документы прикрытия, какие-то деньги и домик в Майами. Я не исключаю, что такие договоренности есть и с тем же Будановым, и со всеми остальными. Но сейчас они все встраиваются в одну концепцию, в подготовку Украины к будущей политической трансформации. Потому что я считаю, да, что в этом направлении геополитического договорника нет планов, например, там Украину полностью сдать с точки зрения того, чтобы была потеряна государственность. Есть планы переформатировать. И переформатирование, ну, чтобы сейчас люди не боялись, те, которые смотрят, что, ой, это будет совсем другое государство, это вполне возможно будет государство, которое мы видели до Майдана. Да, конечно, не с теми объемами и не с той экономикой, которая была, это все очень и очень серьезные затраты и очень серьезная работа, которую необходимо проводить. И я бы даже не обращал сейчас внимания на высказывания Уиткофа, что там BlackRock и все остальные будут этим заниматься, не более чем треп. Я считаю, что если эта концепция будет работать с точки зрения переформатирования, никакой BlackRock этим заниматься не будет. То есть будут, конечно, там Так, и подождите, и зарплат не будет в 3 раза выше? и зарплат не будет в 3 раза выше. Как Зеленский всем говорит, зарплаты будут в 3 раза выше. Трамп. И пенсии не будет. Нет, смотрите, как смешно так получилось. Зеленский пару дней назад говорит, Трамп обеспечит в 3 раза выше зарплаты среднюю в Украине, а мы видим второй день подряд исторический курс доллара по отношению к гривне. Продолжайте, пожалуйста. Не, ну если инфляция будет такими темпами дальше идти, то, конечно, зарплаты с индексацией будут гораздо в 3 раза выше. Вполне возможно. Вопрос, какой курс будет, если в этом направлении рассматривать. Но мы должны понимать, что
концепция, которая выстраивается, это политическая трансформация Украины в нейтральное прогнозируемое государство, которое не будет иметь агрессивных настроений, причем в обе стороны, не в сторону Запада, не в сторону России. То есть, если кто-то думает, что Украина станет там исключительно пророссийским государством и будет отсель грозить шведу, и вот теперь будет именно такая парадигма, нет, это никого не интересует, в том числе Российскую Федерацию. То есть, то, что было высказано Путиным, то, что было заявлено, и то, на что, я думаю, согласился Трамп, это прогнозируемая обстановка, нейтральная, возможно, восстановление дипломатических связей, да, и выработка дальнейшего развития и дальнейшего пути пошагового, которое будет снимать повестку конфронтации. Потому что в повестке конфронтации не закончится война. То есть, если кто-то думает, что сейчас будет перемирие или Украина потеряет какую-то часть территории, но останется, условно говоря, там, в другом объеме, но этот объем будет под властью Залужного, Белецкого, Буданова, Зеленского, ну, в общем, по списку можно перечислять политиков правого толка, да, которые будут реваншистскую идею, так сказать, выстраивать на будущее, то это тоже большое заблуждение, потому что тогда война не закончится. Тогда эта война будет перманентна до, как они сказали, до останнего украинца. Если кто-то думает, что это можно будет восстановить и таким образом пойти вернуть территории, которые утеряны, тоже разочарую, это невозможно, потому что договоренности никто помощь никакую организовывать не будет. И русские тоже не пойдут на остановку, если не будут понимать, что это гарантированные в будущем пункты безопасности, которые нужны и для России в том числе. Пункты безопасности нужны не только для Украины. Тут в обе стороны работает этот вопрос. Поэтому я и прогнозирую, что этот год будет еще очень тяжелый. То есть и вполне возможно даже кровавый. Потому что система, как любой живой организм, когда его пытаются сковырнуть, либо когда пытаются его аннигилировать, она всегда будет оказывать сопротивление и хвататься за любую последнюю веточку. В данном случае коалиция желающих европейская, да, которая влияет на процессы в Украине, да, все меньше, но тем не менее продолжает влиять, она тоже будет, она понимает, что в следующем, так сказать, приеме пищи Европа будет на столе в качестве блюда. И для этого необходимо им как-то закрепиться и бороться. Сейчас мы просто увидим последние, так сказать, схватки, которые будут в этом году. Ну, смотрите, этом году, не этом году, но многие же в контексте вот этого большого договорняка опровергнут ну, скажем так, ваш расклад тем, что Трампу зачем-то понадобилось 1,5 триллиона увеличенного бюджета военного. Вот тут возникает такой вопрос, да, то есть одни связывают это с как раз-таки мировой войной, поэтому нужна нефть, поэтому нужно, ну, все вот это вот нужно. Мне очень так, я всегда ухмыляюсь и смеюсь, так, посмеиваюсь, точнее, не смеюсь, потому что вдруг там правы окажутся люди, которые говорят, вот смотрите, венесуэльская нефть у Трампа, это означает, что все, кризис российской нефти, еще что. То есть люди элементарно, это все же сообщающиеся сосуды. Да, теперь в Китай условно не пускают венесуэльскую нефть. Где будет брать нефть Китай? В других странах. Плюс будет еще больше, собственно, доить ветки, танкеры те же, российские. То есть все понимают, что это еще будет более прочная вот эта связь, скажем так, в этом отношении. Поэтому тут такое тоже аналитика специфическая как бы сейчас гуляет по медиапространствам, приправленная пропагандами разного толка. Я хотел бы сфокусироваться прежде всего на этих 1,5 триллионах. А есть же версия, что это вполне себе и вероятно для того, чтобы армию задействовать, для того, чтобы внутри порядок навести, в том числе и с, ну, например, какими-то волнующимися штатами или с какими-то достаточно, ну, как бы проблемами, с которыми столкнется Америка прежде всего. И этот военный бюджет Америки и Министерство войны Америки будет заниматься Америкой. Ну или там, как сейчас говорят, там, западным полушарием, это давайте считать Америкой. Что думаете?
Я с вами здесь полностью согласен, что увеличение бюджета в нефти и прочего, это не говорит о том, что мировая война начнется. Это говорит о перераспределении в новой доктрине Монро. То есть, по сути, для Трампа ему необходимо решить вопросы Латинской Америки. Никто не говорит о том, что, например, та же Куба согласится, да, либо получится, например, как с Венесуэлой. Например, никто не говорит, что в Венесуэле проблем может не быть, и никто не говорит, что потом с Мексикой не будет проблем, либо с той же Колумбией не будет проблем, да, то есть все эти страны в зоне интересов США. С некоторыми, возможно, будут и боевые действия, это исключать тоже нельзя, какие-то специальные операции Трамп будет начинать. Понятно, что это не будет там ядерная война, вот, потому что для Трампа не нужно выжженное полушарие. То есть ему необходимо контролировать и на этом зарабатывать. Венесуэльская нефть, да, но это объективно. Все прекрасно понимают, что Венесуэла самая большая по запасам нефти страна в мире. То есть она на первом месте, там свыше 300 миллиардов баррелей, да, запасов. Иран, о котором мы тоже упоминали сегодня вскользь, это третья, если не ошибаюсь, после Саудовской Аравии страна по запасам нефти. Если мы идем дальше по списку, то Россия где-то седьмая или восьмая, а американцы около 10 находятся. То есть то ли девятая, то ли десятая страна по запасам нефти. Это для зрителей, чтобы объективно было понятно. Потому что все всегда считали, что вот Америка и Россия нефтеносное государство. Да, это нефтеносное государство, безусловно. Очень много углеводородов эти страны добывают, но если мы возьмем тот же Иран, да, вот еще одна зона конфликтов, которая будет постоянно гореть, пока ее не перераспределят. И я бы с этой точки зрения еще посмотрел, потому что вопрос, как поделят мировое пространство, западное полушарие, Ближний Восток, ведь война и конфликты не ограничиваются исключительно Восточной Европой и Украиной. Украина – это война, которая была между неоглобалистами и Россией, да, нет, ну, разные уровни, да, и между Россией и Украиной, конечно же, тоже, да, но тем не менее мы понимаем, что глобальные структуры, то есть при предыдущей, при старой повестке, при старой стратегии того же Бжезинского, да, в которой русских необходимо было взять для Америки в геополитическое кольцо. И Украина была одним из важных полей битвы, то есть была зоной геополитических интересов США. Сейчас стратегия изменилась, ее опубликовали, то есть мы ее все увидели, и в этой стратегии они будут заняты западным полушарием, но не исключаем и Ближний Восток. То, что происходит сейчас в Иране, но Трамп может, он же как сказал, Венесуэла украла нашу нефть. То есть, потому что до Чавеса там были корпорации американские, они добывали, зарабатывали, и много заводов было создано для разжижения, да, этой нефти, или как правильно сказать, чтобы потом ее продавать на мировой рынок. Но та же история была и когда исламская революция произошла в Иране в 1979 году, потому что с 1953 года, когда свергли Мухаммада Моссадека в Иране, там американские и британские компании полностью качали нефть и зарабатывали большие деньги. Но потом пришли правительства Аятолл, да, в 1979 году свергли их, и, в общем, американцы потеряли эту возможность. И, конечно же, они хотят эту возможность вернуть. Но тут вопрос, а как договорились ли они по этой стране? Например, с тем же Китаем, с той же Российской Федерацией. Ведь это тоже немаловажно. Иран является стратегическим партнером, в том числе и Китая. Да? Хоть это там очень открыто и никто об этом не кричит, потому что это подсанкционная страна и вообще на ней столько санкций, и она партнером быть не может априори полностью, но тем не менее торговля, которая ведется между этими государствами, она довольно-таки серьезная и объемная. Дальше брать африканский континент. То есть мы, по сути, видим очень много зон, за которые может быть локальная борьба. Вопрос, с кем будет борьба, потому что мы исключили из нашего расклада Европу и неоглобалистов, но они никуда из мирового пространства не делись. То есть они тоже будут пытаться где-то вклиниться, за что-то бороться. Те же британцы. И вот эта конфликтность, которая будет разгораться по всему мировому пространству, ну, необходимо будет как-то гасить. Конечно, для этого нужна армия, для этого нужна нефть, для этого нужно производство. Но
Если мы говорим о том договорнике, с которого начали, что он будет действовать условно 10-15 лет, опять навскидку говорю, да, насколько хватит, потому что кризисы происходят, я по Кондратьеву беру, они просто 10-15 лет, потому что мне это число понравилось. Кризисы происходят в среднем 10-15 лет, мировые, глобальные, перераспределения. То есть 15 лет в нынешних раскладах быстрого темпа развития Это экономики. очень много, да. Это много, да. То есть этого достаточно, чтобы насытиться и, возможно, перенасытиться, и потом нужно будет опять отбирать. Поэтому через 10-15 лет может начаться конфликт между Россией, Америкой и Китаем. А для этого нужно подготовиться. У русских перевооружение длилось сколько? Около 8 лет. У китайцев тоже свыше 10 лет перевооружения. Американцам необходимо обновить некоторые средства доставки, потому что вот военные эксперты говорят, что из-за развала Советского Союза, когда Америка стала гегемоном во всем мире, она немножко начала филонить в этой области, потому что есть авиационосные группировки, есть томагавки, есть патриоты, да, и, в общем, этого достаточно, чтобы абреков кошмарить где-то по всему миру. Но чтобы сталкиваться с геополитическими игроками, необходимы другие средства доставки с гиперзвуком. У американцев существуют немалые проблемы и потребности в этом. Об этом сами американцы заявляют, и их представители военно-промышленного комплекса. Поэтому сюда будет направлен тоже интерес. Ну и плюс, с учетом договоренностей и гашение конфликта, например, на территории Украины, военно-промышленному комплексу Америки тоже нужно как-то подсластить пилюлю. Да? Ну нельзя же просто взять и обрубить все поставки. Ну тут они зарабатывали, а тут не будут зарабатывать, потому что Трамп договорился с Путиным. А что тогда они будут делать? Правильно, свергать Трампа, чтобы дальше зарабатывать. Поэтому Трамп им обещает другой заработок, и, соответственно, вот увеличение этих бюджетов направлено не только на обороноспособность, но и на решение ситуативных вопросов с этим бизнесом, чтобы этот бизнес не начал поддерживать конкурирующую фирму политического характера в этом смысле. Поэтому комплексный вопрос. Никто не исключает большую войну, которая будет через 10-15 лет. Опять-таки, большую войну, она может быть локального характера. Мы же видим, что сейчас в основном ведутся прокси-войны. То есть напрямую ядерные государства боятся сталкиваться. И слава богу, пусть боятся дальше, потому что это столкновение может привести к непрогнозируемым результатам. Нет, Ну, а мы ну, же... Индия с Ну, Пакистаном тоже столкнулись. Но вы заметьте, тут же вывод такой тоже неочевидный. На сегодня такая встреча неочевидных выводов, и на самом деле это хорошо. Есть о чем задуматься и как бы посмотреть трезво в год. А, Неочевидный вывод, что вот эти войны, вот война в Украине конкретно, она же перевернула понимание войны. Ну, там характер, там танки как бы девальвировались, их да. там другие средства, как средства доставки, как вы выражаетесь. То есть абсолютно другой уровень, да, то есть другая война технологически. И, собственно, все посмотрели, какая это может быть война, но старье надо сжечь. Ну, как вот Новый год, итальянцы, традиция, выбрасывают все с окон. Вот все сейчас выбросили с окон, вот эти все старые МИГи, какие-то там вот эти ПВО, которые ничего не сбивают, да, или как бы для деньги как, попытались сохранить. Как вот какая-то, знаете, как вот такой глобальный OLX. Помните, вот так, Рамштайн, еще каких-то, такой маркетплейс, куда-то там бывшее в употреблении или как бы старое, но не ношенное, там ты пытаешься спихнуть, и чем подороже, тем лучше. И действительно, тут вы не просто так употребляли вот эту вот историю, ну, как бы теорию и Кондратьева, и капитализма тоже. Да? Если это все совместить, то мы можем понимать, какая война нужна, зачем она нужна, и что, собственно, уже это перераспределение происходит, соответственно, конец войны в Украине будет определяться другими условиями, абсолютно другими условиями. Чтобы зафиналить наш сегодняшний разговор, я бы хотел все-таки посмотреть на то, какой будет Украина. Вы уже упоминали BlackRock, обещания Витков, а я упоминал зарплаты. Кажется, что над украинцами в этом отношении серьезно издеваются. Вот ярчайший пример украинца – это вот мэр Днепра Филатов. Он совсем недавно перед развалившимся военными в студии там стоял, потужничал и кричал, как нужно, какие негодяи-ухылянты, много едят и так далее.
эта вот тема сейчас очень разыгрывается внутри. Ты ухилянт, ты вот прям, знаете, ну вот прям чуть ли не желтые звезды вешают, да? Вот на людей, которые не хотят воевать. Стычки кошмарные там, причем по всей стране. Почему я Филатова вспомнил? Потому что он обвинил в коллапсе ухилянтов. Почему? Потому что это в духе времени. Но сегодня у него катастрофа национального масштаба. Чрезвычайное происшествие национального масштаба. Проблемы с водой, потому что свет, потому что вот после вот этих налетов и ударов сразу вот эти, это же прифронтовые области, да, то есть Запорожье, Днепр, мы понимаем, да, там эвакуацию объявили, в общем, такой очень тяжелый момент. Вот это вот пример получается такой, что мы ищем страна, общество или обществу бросают как кость какую-то типа проблему, с ней все бегут с комсомольским задором бороться и абсолютной тупостью и такой шариковщиной душить котов, понимаете, все бегут. А по сути проблема-то в другом. Проблема в том, что и все заняты. Я вот заметил, все заняты. Все заняты новым календарем, все следят, кто когда празднует, какие праздники. Там этот Усик, Ломаченко, там поздравляли, не поздравляли. Уже выходят батюшки такие молодые из Украинской Православной Церкви и говорят там, что Бог это программист, ну, чтобы соответствовать, да, потому что это чистый троллинг был, День программиста 7 января. То есть и много-много таких моментов. Какой будет страна? Вот смотрите, чтобы понять, что мы идем к концу вот этого этапа, да, надо понимать, какими мы к этому концу подойдем. Насчет праздников, да, и прочего, это для того, чтобы люди не увидели главного, не увидели, что та пропаганда, которая выстраивалась, да, и которая должна была, по мнению власти, привести к общей мобилизации настроений и защите интересов Запада, да, она не сработала. Что, то есть она уже не работает. Поэтому вбрасываются новые темы. Да, это оскорбление. Меня лично оскорбляет, когда в моей стране в Рождество назначают официальный праздник Днем программиста. Насчет этого батюшки, он постебался, я на него подписан и давно слежу за его деятельностью. Очень грамотный, толковый парень, молодой, да, и священник. Вот. Насчет Усика, мне с ним все понятно стало давно, когда не вид ставки Малюка. То есть он поддерживает людей, которые против Украинской Православной Церкви очень много чего сделали. И потом выходит и рассказывает, что он прихожанин Украинской Православной Церкви. Но когда митрополита Арсения, да, в наушниках ведут, когда забирали паспорт у блаженнейшего митрополита Ануфрия, он ничего не сказал. Он тренировался, выкладывал сторисы, да, о том, как он на скакалке прыгает и как он хорошо питается. Ломаченко, напротив, он всегда поддерживал и всегда об этом говорил. То есть он этого не боялся. Здесь я вижу, что человек действительно верен своим взглядам и идеям. Но это ладно. Что касается дальнейшего, да, и что касается вообще нашей страны в целом, то есть мы должны понимать, что вот мы с вами затронули глобальные темы, для них, конечно, эфира не хватит, и кондратьевские циклы, ведь шестой технологический уклад, в котором мы живем, это напрямую влияет и на ведение войны, и на развитие технологий. И сейчас мы находимся в повышательной волне, там есть несколько теорий волн, да, мы в повышательной афазе находимся, в повышательной волне развития технологического укладов всегда происходят войны, всегда идет перераспределение, потому что развитие технологий сопряжено с экономическим развитием, с экономическим потенциалом стран. Так вот, если мы посмотрим, сейчас Китай публикует роботов, которые танцуют, прыгают и кунг-фу занимаются, и у меня волосы дыбом становятся, как они плавно двигаются. Еще 3 года назад публиковали роботы, которые вот так вот, такие движения у них были дерганы. Сейчас они просто плавно двигают. Я вам скажу, что когда начнется следующая война, она 100% начнется. Это не фильм «Терминатор», но мы увидим именно боевые отряды роботов, гуманоидного типа, да, похожих на людей. Это совсем другая история будет. Вы правильно подметили, что эта война, которая в Украине,
она многим показала, что воевать старым оружием уже не придется, что танковыми войсками уже никто и дивизиями не воюет. Воюют беспилотниками, воюют дронами, воюют через компьютеры. Поэтому следующие войны будут еще более сложными, и к ним готовятся. И все выделения больших денег, да, и вкладывания, и прочие вещи, они направлены на будущую войну. Только есть один момент. В Украине власть, та, которая есть, она этого не понимает. Сырский, когда выступает и говорит, что нужно больше людей мобилизовать, потому что не технологиями войны выигрываются, а людьми, ну так он воюет, наверное, в 20 веке, причем в первой его половине. То есть, когда происходит вот эта всеобщая мобилизация, и ухилянтов они клеймят, Ильенко, такой бывший народный депутат, тоже высказался, да, он что сказал, что ЦК все делают правильно, и вообще им нужно помогать и содействовать. А все ухилянты нехорошие люди. Это те, которые воюют в киевских ресторанах и где-то за границей. То есть они не видят будущего для Украины. Они подписали договор с Западом, если хотите, подписали договор с нечистой силой о том, что они готовы утилизировать наших сограждан для того, чтобы определенные корпорации посмотрели, как ведутся боевые действия, чтобы они подготовились, чтобы они имели новые перспективы и планы, чтобы они заработали денег. А из нас будут делать поле битвы. Так вот вопрос на будущее, да, о котором мы с вами весь эфир говорим. Украине, в первую очередь людям, потому что я не говорю сейчас про власть, эта власть поменяется, людям необходимо понять и для себя выбрать. Мы хотим в будущем как-то вписаться в мировое развитие и остаться там, или мы хотим оказаться на обочине истории использованным плацдармом для боевых действий. Вот что самое важное и что необходимо осознать. И когда это осознание придет, тогда мы сможем выстраивать новую модель будущего и понимать, что прошлый мир уже не вернуть. Необходимо смотреть вперед. Александр Лазарев. Подпишитесь на Александра в Телеграм и в YouTube. Поставьте лайк, пожалуйста, этому эфиру и напишите в комментариях, что думаете. Благодарю за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, берегите себя. Всех еще раз со всеми новогодними праздниками. Увидимся обязательно. До скорого.